Всем привет! Вы на канале Вуаля Аз, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня я приготовлю поразительно вкусный, пикантный, очень и очень полезный мангал-салат. А польза мангал-салата заключается в том, что овощи, которые входят в его состав, даже в запеченном виде содержат необходимые нашему организму витамины и минералы. А антиоксиданты в запеченных помидорах становятся более биоактивными, чем в свежих. То есть, наслаждаясь мангал-салатом, можно совместить полезное с приятным. Что ж, я начинаю. Всем приятного просмотра. Пока я буду делиться своим рецептом и опытом приготовления мангал-салата, вы можете подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от Вуаля Аз. Мне понадобятся баклажаны, болгарский перец, стручковый перец, помидоры, чеснок, из зелени черный базилик, укроп и кинза. Растительное масло, у меня сегодня оливковое, но при желании можно использовать любое растительное масло. И поваренная соль. Перечень и количество всех ингредиентов, как всегда, оставлю под видео. Итак, овощи и зелень уже чистые. Я их предварительно положила в холодную воду примерно на час. После тщательно помыла. На противень застеляю пергаментную бумагу. Для того, чтобы болгарский и стручковый перец хорошенько пропеклись, надрезаю их с нескольких сторон и кладу на противень, застеленный пергаментной бумагой. Также поступаю с баклажанами. Надрезаю их с нескольких сторон и отправляю на противень к перчикам. А вот помидоры кладу в отдельный противень, так как при выпечке помидоры, скорее всего, пустят сок. Поэтому прокалываю их с нескольких сторон и кладу в другой противень. Застелить этот противень нет необходимости. Теперь все овощи отправляю в заранее разогретую духовку и пеку их примерно 15-20 минут при температуре 250 градусов в режиме нагрев снизу с конвекцией. Прошли примерно 20 минут. Я достаю все овощи из духовки и даю им полностью остыть. Теперь снимаю кожуру с овощей. Начинаю с баклажанов. Для этого разделяю баклажаны по серединке и столовой ложкой снимаю мякоть. Затем режу мякоть баклажанов на мелкие куски и мну их картофелемялкой. Вот эту процедуру в разное время я проходила по-разному. Со временем нашла самый легкий и практичный способ. Конечно, можно попробовать снять кожуру с баклажанов ногтем или ножом. Но лично я пришла к тому, что вот такой способ самый практичный. К тому же так отходов получается меньше всего. Друзья, хочу отметить, что в идеале овощи для мангал-салата должны печься на мангале. Собственно говоря, отсюда и название салата. Обычно овощи пекутся на мангале до или после приготовления шашлыка. Затем мангал-салат, приготовленный из овощей, пропеченных на тлеющем огне, подается шашлыкам. В этой связи хочу отметить, что мангал-салат не просто хорошее дополнение к шашлыкам в виде подливки или соуса. На самом деле мангал-салат активно помогает нашему организму в переваривании шашлыка, ведь шашлык достаточно калорийный и не совсем хорошо перевариваемый организмом обед, к сожалению. О, прости меня, шашлык, за эту правду. Друзья, наверняка те, кто побыли в Азербайджане,
Иногда в ресторанных меню натыкались на другое название мангал-салата, а именно на közleme. Közleme салат. Дело в том, что тлеющий огонь на азербайджанском языке звучит так – köz. Вот отсюда и второе название салата – közleme салаты. Еще хочу добавить, что я пеку овощи в достаточно горячей духовке, ведь все-таки для овощей 250 градусов многовато. Спрашивается, почему? Тут есть очень тонкий момент. Вкус овощей, пропеченных в духовке при высокой температуре, причем пропеченных до легкой румяной корки, имитирует вкус легкого дымка салата. Ведь все дело в том, что именно в этом легком вкусе дымка и заключается изюминка мангал-салата. Поэтому я пеку овощи недолго, но при достаточно высокой температуре для овощей. Не советую печь овощи при низкой температуре, так как при низкой температуре овощи не пропекутся до румяной корки, они просто проварятся, а это не то. Вернее, из проваренных овощей тоже получится достаточно вкусный обед, но это уже будет не мангал-салат. При этом нельзя допустить, чтобы овощи подгорели. Именно поэтому я практически не отхожу от духовки далеко, чтобы держать ситуацию под контролем. У пропеченных болгарских перчиков и у стручкового перца снимаю кожуру и удаляю семечки. Также режу и мну мякоть перчиков. Затем перекладываю помятые овощи в глубокую посуду. Друзья, конечно, при желании можно все овощи пропустить через блендер. Но нам такой эффект не нравится. Я несколько раз так пробовала. Пропускала пропеченные овощи, чеснок и даже зелень через блендер. Да. Так получается без заморочек и, возможно, чуть-чуть аккуратнее, чем помять овощи картофелем мелкой или вилкой. Я понимаю, что о вкусах не спорят, но, уверяю, мангал-салат получается намного вкуснее, если пропеченные овощи помять вот таким вот механическим образом, чем пропустить овощи через блендер. Снимаю кожуру с помидор и удаляю сердцевину. Их тоже режу на мелкие кусочки и мну. Мелко нарезаю зелень и пропускаю чеснок через терку. При желании его можно выдавить. Затем зелень вместе с чесноком отправляю в миску к другим овощам. Туда же добавляю растительное масло и насыпаю соль. Все, можно заправить салат. Пару легких движений рук и вуаля! Мангал-салат готов. Готовить этот поразительно вкусный, пикантный, просто очень аппетитный салат достаточно просто. Он готовится буквально на скорую руку. Друзья, настоятельно рекомендую приготовить мангал-салат для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. А попробовав мангал-салат однажды, вы навсегда влюбитесь в него.
Теперь перекладываю мангал-салат в салатницу и подаю на стол. Мангал-салат можно подавать вместе с шашлыками, с запеченным мясом, вообще в целом к мясным блюдам из курицы, рыбы или же с макаронами, вермишелью, а можно просто подавать его в гордом одиночестве, как легкий ужин. Всем приятного аппетита! Мангал-салат смело можно подавать к праздничному столу. Помимо того, что он поразительно вкусный, салат необычайно аппетитный. Его пикантность, легкий и нежный запах дымка так и завораживает всех за столом. Дорогие мои подписчики и гости моего канала, я была рада поделиться своим рецептом, опытом и всеми тонкостями приготовления мангал-салата. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Или просто заходите в гости. Буду рада встрече с каждым из вас. Пока-пока и до новых встреч!